Друзья мои, всем огромный приветик. Цветет мой любимый Yellow Chocolate. Просто обалденный. И у него еще второй цветоносик. Вот видите? Вот он, вот он. Я так ждала его цветения. Цветочков немного, ребята, но ароматный. Вот сейчас солнышко падает на его соцветие, на кустик, и прям стоит такой вкусный аромат, ну не знаю, не парфюмерный. Все-таки такой вкусный, мне кажется, фруктовый, с нотками цитрусовых. Все как я люблю. Так, и здесь у меня вот такая красота. В этом году после бурного цветения у нас небольшая гроздь. Это Сан-Франциско. Вообще его не узнать, потому что он обычно цветет намного пышнее. Рядом с ним Joyride. Отсушил все бутоны, девочки, потому что вы сами знаете, что у нас со светом происходит. Ну и, конечно же, бьет все рекорды по цветению Наталья Айко. Сейчас переключусь, покажу, что у меня здесь происходит. Видите пустые места? Я часть орхидей унесла на протирку листочков и некоторым заменила верхний слой. Сейчас покажу на что. Так, ну вот посмотрите на этого красавца. Две почки разбужено на старом цветоносе. Все-таки вот это нагромождение моих стеллажей с северной лоджии привело к тому, что ему мало света здесь. И он не так цветет. И смотрите, как он сбросил цветение. Ну, я думаю, что он, возможно, продлит цветонос и еще нас порадует. Красавчик, красавчик. Ну, в прошлом сезоне, конечно, это было вау цветение. Joyride тоже, он, видите, посушил бутоны. Все-таки основное для орхидей это, конечно же, наличие, ребята, полноценного освещения. Так что, кто жалуется, что не цветут орхидеи, пересмотрите вопрос с досветкой. Скорее всего, им очень темно. Шоколад, конечно, вау. Вот, в принципе, цветочек маленький такой, скромненький, но какой он ароматный, я его обожаю. Полила здесь, в этой локации всех полила. Это готовится к цветению, видите, Sunset Love. Я его тоже пролила. Он у меня в закрытой системе, и шоколад в закрытой системе. Так, с хой понападала всякого разного. Так, слушайте, ну что, все-таки бутончик держится на этой красавице, на бабочке. Я что-то сегодня утром подумала, что начинает отсушивать. Нет, вроде держит. Нет, вот, девочки, вот кого я видела. Но мне кажется, что отсыхать начинает, да? Отсушивать начинает. Но видно, что все уже, видите? А может, мне так кажется? Ну, вообще не буду трогать. Она, конечно, красавица. Боже мой, третье видео про тебя, королева. Королева, кто-то говорит не рассказанные истории, кто-то пишет мне недосказанные истории. Ну и так, все красиво. Так, кто у меня здесь еще из цветущих? Вот это вот гибрид интересный. Такой, видите, я его называю гибрид из сельпо. Мне там девчата писали название, когда только он ко мне приехал. Ну, предположительно, похожа на нее. Но не знаю. А посмотрите, какая она интересная, да? Она, кстати, тоже ароматная, но не так сильно, как Yellow шоколад. Ну, вот еще второй цветонос, тоже есть тут цветочек. Один. Она доращивает, но у нее очень много цветоносов. Вот здесь бутон готовит, и даже два. Раз, два, три цветоноса, да? 3 я насчитала, это ответвление. Короче говоря, девчонки и мальчишки, она еще в посадке от садовника. Ой. Я ее думала пересадить, но я глянула. У нее место для роста корней есть. И, кстати, надо полить. Я хочу сегодня этот стеллаж все-таки пролить, осилить.
потому что здесь на солнышке и с отоплением сохнут они быстро. Так, вот эти мои новенькие, самые последние, которые крайние приехали, тоже быстро просыхают. Меня муж спрашивает, что они лежат? Я говорю, устали с дороги, вот и лежат. Я их просто сюда положила, они так у меня свисают. Это хатуюки нога... Ой, что-то, девочки, громко у нас. Возможно, тревога. Хатаюки Наганьюки. Я даже не думала, что есть такое второе название у нее рядом. Не обращала внимания. Слушайте, но она, по-моему, проснулась. Вижу у нее корни. Тоже буду пересаживать. Это мой дублик. Слышите? Грымыть. К сожалению, не гром. В общем, буду в плагрот пересаживать. Попытаюсь. Так, и вторая тут прилегла, с ней вместе приехала. Это Sweet Girl, пилоричная форма. Что-то я думала, что должна быть бабочка. А это у меня бабулетка. Бабулетка. Такая вот история. Здесь бутончики, видите? На Фейсбуке на днях, кстати, видите, суши, тоже так красиво цвел, так рясно. Биглип, не то симфония, не то мелодия, есть пилоричная форма, тоже неплохая. Но, я вам скажу, стандарт ничем не хуже, тоже красивый. Думала, тревога, нету тревоги. Ну, короче говоря, здесь практически... Ну, не все, но многие на бутонах. Вот эта красота тоже с бутончиками маленькая. Ой, всех надо поливать. Вижу я, кокосовое волокно подставляла для аэрации. Да, девочки, вот это уже сухо. Вот это уже надо поливать. Это уже безобразие. Да. Это не персик мой от Мики. Или персик на другой полочке. Не, персик Микки Пич вон стоит там. Вот это Микки Пич. А ты кто? С растущим листиком, с растущим цветоносом. Слушайте, ну я как всегда. Ничего нового. В общем, расцветет и посмотрим, кто это. Сейчас все забираю на полив. Ну прям вообще. И смотрите, закрытая система. И вроде как на коре даже есть немножко манки, да? Казалось бы, но по корням видно, что уже и по мху, и по коре, что уже тарахтит. И вот я держу очень-очень такой, знаете, так, я даже вот отставлю. Очень, девчонки, легкий горшочек. Видите, что у меня происходит? Заряжаю телефон, вон моя солнечная станция. Девочки, заряжает. Заряжает, нормально заряжает на вот таком ярком одесском солнышке. Так, вот здесь у меня... тянет цветоноса. Это красота. Кто? Я только что полила. Филиппиненсис насип. У него сейчас в активном росте корни, цветонос. Вообще такой клевый. Он у меня вверх ногами вот так висит. И я вижу, ему нравится. Ну, мне так кажется, что ему нравится. Я знаю про гигантеи, что если вот так их подвешивать, то они охотнее цветут, охотнее растут и охотнее цветут. Так, и вот наша... Наташа, гибрид с гигантеей. Видите, какие листья у нее большие. Она у нас тоже подсохла. Второй цветонос вышел, но что-то она его не развивает. Она занята вот этим цветоносом. Такая вот красота. Смотрите. У нее есть такой интересный аромат, не ярко выраженный. Вообще. Еле-еле такой, знаете, какого-то пластика, так мне кажется. Видите, на ней цветонос моей красоты, которая восстанавливается. Это... Так, а она, кстати, влажная. Хотя можно немножко водички долить. Внизу плагрон, потом... Ну, плагрон это даже, можно сказать, плагрон это как бы керамзит, но хорошего качества. Фирмы Плагрон. То меня спрашивают, что за плагрон. Такие шарики. Вот они у меня здесь. Вот видите? Вот они. В них у меня Лека Фантастик дует бутошки. Хорошо растет, нормально. Так вот, это моя принцесса.
Она вообще скинула все корни по приезду, это биглип. Ну вот, ну цвела все время. Сейчас корнями обзавелась и вот гонит цветонос. Короче, они тут с Наташей вдвоем дружат. В общем, девочки, вот такие дела. А сейчас я орхидеи покажу, которые отсюда сняла. Вот отсюда, отсюда, отсюда. Я протираю листья и заменила слой верхней мха на кокосовое волокно. Мне кажется, так будет лучше. И сегодня, кстати, пересаживала по быстрячку, перебирала пересадку. Заметила, что мои... Называется орхидея японская вот эта. В общем, очень такая, которая на кочке растет. Интересная дама, тоже фаленопсис. Она, в общем-то, друзья мои, решила меня огорчить. И она те красивые корни, которые от основания пустила, красивые, жирные, она, в общем-то, их закуклила. Только подходит вот к такому вот, вот так, к грунту подходит, вот, корень выходит красивый, подходит к грунту, а в грунт не углубляется. В общем, я перебрала все ей, убрала весь мох этот ужасный, оставила только кору. Буду смотреть. А кто здесь у меня раскрылся? А вот какой красавчик. Вы знаете, это должна была быть бабочка. Я знаю, девочки все стараются избавиться, но вот уже... Очень неплохо цветет. Но сейчас у меня это на старом цветоносе дорощенном. Все лето цвел. Это франгмея свит. Франгмея свит. Да? Пилорик. Ну, как вы видите, вот такой вот мой пилорик. Хорошие корешки. Тоже немножко хворал, но сейчас пришел в себя. Такой хороший кустик. Был, по-моему, 2,5. Вот так уже подрос. У него здесь только мох. Надо добавить ему. Вот мох, просто мох. Добавила живого мха к тому количеству. У меня это единственная такая посадка сейчас. Ну, именно вот моя. Что я не освободила его от мха, а он любит попить. И добавила просто живого и посадила. Ну, конечно же, я буду исправлять эту ошибку. Не ошибку, ему нормально. Я не могу сказать, что это ошибка. Раз орхидеи нормально, почему это ошибка? Ну вот он должен был быть бабочкой. Вот так вот он выглядит в стандартике. Небольшой цветочек, 3-4 сантиметра. Ну где-то сантиметра, да, 3-4. И вот он такой ягодный, акцентный. Была такая веточка небольшая у него. Побольше была вот с этой стороны, летнее цветение было. И я решила, ну почему бы и нет? Ну не бабочки мы. И с этой стороны не бабочки, и с той стороны не бабочки. Была еще надежда, что будет бабочка. Ну нет. Так, и я хотела вам еще показать в этой локации. Спрашивали меня кто-то из вас, девчата, ребята, в комментариях, как там поживает мой треже Будда. Помните, какие были у него пятна на листьях? Я вот его вот в эти, на наращивание посадила вот так. Внизу керамзит. Тут и керамзит, и плагрон. И потом мох живой. Видите? Буддаш треже. Буддас треже. И он у меня на северной лоджии пошел. Но, естественно, пришлось нам съехать с северной лоджии. Вот на сегодняшний день мы выглядим так. Тоже надо делать полив. Полив я делаю очень аккуратно. Наливаю воды вот где-то сантиметра 1,5 вот сюда, в уровень керамзита. И постепенно мох... То есть я не лью по всей поверхности. Очень деликатно с ним обхожусь. Такие у него листики. Но цветения пока мы еще не видали. Только корешками обзаведется, тогда, наверное, начнет цвести. Так, ну я вижу, все прям просохли. Вот вам и закрытые, казалось бы, системы в жаркой комнате. Даже, ну вот здесь влажненько, видите, влажненько. Какая-то часть корней скинута. А так, в принципе, это Сога Лоуренс. А, вот ты где! А я думаю, где мой Сога Лоуренс? А ты здесь. И цветонос у тебя. Я думаю, куда ты делся, Сога Лоуренс?
Красавчик. Лист такой вырастил, приличный. В общем, он собрался цвести. Тоже уже высох. Тут крупные куски коры и живые пучки в виде фитилей мха. Живого мха. Но живые, потому что зелененькие такие. Девочки, сейчас буду поливать его. Так вот. Всех буду поливать здесь. Пробегусь. Ну, может, и не всех. Там я вижу вон, у некоторых, у кого помельче кора, у того ситуация не такая, так сказать, не сильно сухо. Ну и некрасиво, потому что мелкая кора у меня покрывается таким манкой, короче говоря. А вот с этой корой нормально. Хотя есть, я вам сейчас покажу и варианты крупной коры с плесенью. Ну, будем считать, что эти варианты не критичные. Так, кто тут у меня сидит? Это принцесса Red Point. А ты у меня цвела, принцесса Red Point? Не цвела. Новый листик растит. Не цвела. Это из малышни. Так, а кто тут лист у меня зажелтил? Какой-то, наверное, мишка. Да? Пурпур Драгон. Метушка отжелтила лист. Что такое? Отцвела. Вижу цветонос. Надо обрезать. Короче, девочки, сейчас буду, так сказать, работать. Покой нам только снится. Очень много трудозатрат у любителей растений. Все, друзья мои, бегу, покажу вам, что у меня там в кухне, кого я отсюда унесла. Вот здесь, конечно, ситуация получше, солнечно, а на кухне у меня прям темно. И света нету сейчас с 9 утра. И, наверное, до вечера не будет, скорее всего. Так, берем с собой вот эту красоту. Идем польемся. Хотя вроде, вон, видите, даже манка тоже выступает немножко. Вот это, знаете, недостаток закрытых систем. Я видела такой вариант, когда вот в таком вот вазоне, где-то на расстоянии 2 сантиметров, а то и 3, делают, просто сверлят, делают паяльником вот в этом уровне отверстие. Для того, чтобы как бы вода внизу, а воздух все равно гуляет. Но я старалась положить крупные куски коры, но все равно. Но она неплохо выглядит, да, как для такой посадки. Главное, чтобы у горшочка верх был шире диаметр верха, чем диаметр дна. Тогда будет доступ воздуха получше. Так, все, идемте, посмотрим, что там я делаю. Девочки, я пока шла по своему длиннющему коридору, нам включили свет. Представляете? Сколько счастья. Это получается 12:30. С 9. 1, 2, 3,5 часа не было света. Да, Лимош? Жизнь налаживается. Так, смотрите, что я тут делала. Вот это я заменила на коковолокно слой мха. Вот такой вот слой, который становится вот такой ужасный. Мне это очень не нравится. Здесь тоже сейчас буду менять. А у розочки тоже частично был мох. Это моя каменная роза вторая. Вернее, она первая, девчонки. Первая, которую я купила. Ну вот она будет цвести. Она у меня скинула все корни и поехала вот в такую систему. У нее, как она скинула все корни? Она частично, их было очень много, и много листьев было. Видите, что осталось? Она начала их скидывать. И я ее засадила на наращивание в крупную кору. Видите, он корней наросло. И живой мох. И она начала растить листики. Вот у нее новый листик. Я уже переживать начала. Многие мне писали, девочки, что у них розочки. Да, конечно, большой горшочек. Но в принципе, она его практически освоила. Видите? И вот этот новый лист меня порадовал. Она как начала бросаться листьями, просто ужас какой-то. Я думаю, ну все, не выкарабкались. А это биглип. У него тут, конечно, вот видите, все равно я полила, он был сухой. Он живет вот с этой манкой. И просто вот, что я с ним сделаю? Кайфует себе с манкой и с плесенью.
Надо будет триходермы ему насыпать, наверное. Или фитоспорин. Фитоспоринчика. У меня закончился фитоспорин. Мне надо выезжать в сторону какого-то садового центра. Вот видите, вот это вот надо все засыпать. Вот есть часть корней хороших. Обычный необычный биглип. Чё? Какой амино джентльмен метеллик? Девочки, у вас тоже такое бывает? Это не твое. А, вот, все. Значит, амино джентльмен метеллик, это было 2 стикера. Я ж помню, что это биглип. Это манта рамблан. Обычный такой биглипчик, один из первых, которые появлялись на рынке. Это мухоловка. Я ему поставила ее еще летом. Ничего он не поймал. Короче говоря, он меня замучил. Но здесь я даже не смотрю. Девочки, он то какую-то часть корней скидывает, потом растет новый. И мне такое ощущение, что это его прям хобби такое. Но я вот прикрыла его верхние корешки промытым хорошо коковолокном. А там у него бе-бе-бе. Ужас и кошмар, но ему нравится. Так, а эта красотка. Эта красотка. Ну, расцветет, я узнаю, кто это. По листу вот поэтому я помню, кто это. Что это моя какая-то одна из любимых. Помню, что вот лист. А кому я лист сломала вот так нечаянно? Я не помню. Вот это моя хобби не подписана. И тоже вот часть корней после пересадки скинула в закрытой системе. Часть корней нарастила хороших. Вот там под листиками хорошие корни. Я сейчас хочу вот это убрать, девочки, тоже. Этот кошмар убрать. И освободить, и положить ей тоже коковолокно. И здесь у меня на пересадку очередь стоит. Вот эта красота в покупном субстрате будет переезжать в горшочек, вот в этот горшочек. Наверное, сильно большой. Да-да-да, очень большой, не в этот. Я пойду сейчас возьму, у меня там есть оранжевый и зеленый поменьше для системы. У меня есть такой вот квадратный, но поменьше объемом. А это прям равносильно. Не, этот даже больше. Не, это однозначно большой. Что-то я подумала, что для нее он будет... Нет, сильно большой не надо. Еще неактивная корневая, она вообще спит. Но я ее хочу разобрать сегодня. И хочу ее, конечно же, тут было чаепитие. Хочу ее пересадить. У нее вот эта юбочка. Это орхидея, которую мне муж купил где-то в середине осени. Лист у нее лопнутый. Нарядная, очень красивая орхидея, но она отцвела и уснула. На столе она у меня в кухне долго стояла. А вот эту красоту, фортуну, да что ж такое, громыть, но тревоги нет, значит наши. Фортуну я, девчонки, хочу тоже разобрать. Мне не нравится ее мох, корни что-то прям тонкие. Я ее хочу в плагрон на наращивание корней. Вот такие мои планы. Для этой красоты есть вот такие куски коры и живой мох. Ну, а здесь я, естественно, сейчас буду убирать вот эту всю страшную, сухую прослойку мха, которая впитала уже в себя большое количество всего ненужного. А там хороший, кстати, корешок под мхом. Ну, я хочу заменить на более дышащие. Видите, прям сено. Надо было намочить. Ну, он снимается так. Если что-то там останется, просыпется, ничего страшного. Это какая-то моя темная орхидея, так мне кажется. Вот видите, повыходили корни и не пошли дальше расти. Так, здесь что-то достану, посмотрю сейчас. Я вот не переживаю, если вот такие явления в горшке.
не вытряхиваю. Это все переработается, весь пропавший виламен переработается микроорганизмами. Это, знаете, как... вижу вот. Единственное, что я корень, который вижу на поверхности, сухой, я его, конечно же, обрежу. Вот как, например, вот этот. Видите, вот он. Я его так распутаю. А те, которые, ну, совсем далеко, вот видите, вот я его смогла достать, да? Я его сейчас чикну, обрежу. А так, что прям сильно вглубь лезть, я не буду туда лезть. Да, тоже такой хороший кустик, молоденький. Ну, весной, надеюсь, пойдет расти. Все будет нормально у нее. Надеюсь. Девочки, смотрю на эту орхидею и понимаю, что я вот знакома с ней, но я вот не помню, что это за орхидея. И с другой стороны, злюсь на себя, что я не подписала. Я так была уверена, что я должна ее узнать в любую погоду, в любое время года. Но я сейчас ее не узнаю. Вот единственное, помню, что вот этот краешек, даже помню, что на нее упало что-то. Ну, а с другой стороны, вы представляете, какой будет сюрприз, когда она зацветет? Вот так вот. И я такой сюрприз, сейчас я там распутаю, я его промыла хорошо, увидела вчера утром вот на этой мультифлоре. Я вот, понимаете, я не помню. Нет, я помню, она у меня давно, просто в новом горшке я ее не узнала. Это, по-моему, Pink Dream, ну не бабочка, а именно просто Pink Dream. Она у меня одно время как-то совсем не хотела цвести, скидывала бутоны, я ее засадила в такой горшок, в закрытую систему. Я вижу, что у меня в закрытой системе как-то орхидеи, именно голландские гибриды, охотнее растут и развиваются и цветут, чем в двойных горшках или в каких-то классических посадках. Ну, в общем, она выдала 2 цветоноса, вот такие вот, да, с массой ягодок. Естественно, она мне нигде тут не подписана. И я ходила, и вот пока она наращивала бутоны, я видела, что их много, что они такие мелкие. Я ломала голову, кто это? Что это за дамочка? И только когда начали открываться первые цветочки, меня осенило, что это таки Pink Dream моя. У многих бабочки, а у меня это еще, знаете, когда только-только появились вот эти первые вот мультифлоры, она была куплена много лет назад. И вот в закрытой системе она начала более или менее цвести, развиваться, в общем-то. В общем, я ее наконец опознала. Надо тоже подписать, что это Pink Dream, но не бабочка. Сейчас у многих, да у большинства Pink Dream бабочки, а у меня Pink Dream классика. Вот так вот. Я помню, она всегда хотела цвести, но очень часто из-за того, что она пересыхала, я поняла, что она очень любит попить, эта мультифлорка. Она у меня бутоны-то скидывала. Вот так вот. Еще раз покажу вам желточки свои. Бэтмена. Вот эту красоточку. Это у нас кто? Анаконда. По-моему, Анаконда. Вот это Table Piece. Вот это красота. Ну и пока все в бутончиках. Хотелось бы, конечно, больше, но такой себе. Кстати, шиллериана у меня что-то, или это не шиллериана? Да, шиллериана Silver, помните? Которую я с таким восторгом получила. Надо срезать цветонос. В общем-то, она мне скинула, девочки, корни. И советуют, конечно, не трогать шиллерианы, стюартианы. Но я тронула и пересадила ее на наращивание корней с одними тяжами. Вот видите, вот тяжи здесь у нее. Сняла весь виламен, там от шеи есть пару корешков. Она и листья начала, сначала начала бросать листьями, выдала цветонос, я так порадовалась за нее. Ну, короче, не знаю, надеюсь, что выживет. Вот такое сделала мне финт ушами. Я вижу, что тургор плоховат, хотя там влажно. В мох не хочу садить, потому что в мхе она начинает себя плохо чувствовать. Брызгала ее на наращивание корней,
Ну, уже как будет. Получится, получится. Я ее тут повыше ставлю. Не получится, значит не смогла. Не смогла я, не смогла. Так, тут наращивает бутоны Joy Fairy Tail. Так она в темноте этот бутон до путя цветочки не раскрыла. Видите, вот такой вот. Так и остался. Думала, дозреет. Нет, не хочет. А, есть еще у меня здесь хрустальный водопад. Ой, салфеточка упала, которую я так от стенки его немножко отстраняю. Открыл свои первые 2 бутона. Красавчик, я вам скажу. 7 цветочков. Немного, но и немало. Куда-то упала салфеточка. Сейчас буду искать. Ага, вот она. Я просто вот подставляю, чтобы его немножечко вот так вот отстранить. Тут листья и корни не дают развернуть его. Ой-ой-ой. Ты посмотри. Можно, конечно, палочку сделать. Но это ж надо пойти за той палочкой. Ну, держатель. Нет, надо, а не мучиться. Надо мучиться. Вот так вот. Ну, как-то вот так получилось. Сейчас еще один сделаю. Таким же образом. Вот этот. Вот этот тоже безымянный. Он не безымянный. Он мною утерянное название. Тоже поубираю этот мох с поверхности. Обрежу, там вот плохой корень вижу. Хотя нет, может быть он там дальше и нормальный. Сейчас выясним. И поменяю на волокно. Внутри посадки волокно, конечно же, размокает, становится такое бе-бе-бе. Хотя, в принципе, тоже, если его так шариком свернуть и положить вовнутрь горшка, то оно тоже, в принципе, делает посадку более аэрируемой. Ну вот, я решила сверху. Боже, смотрите на это сено, это кошмар. Так укладывала волокно и обломала бутончик. Ну, надеюсь, что он продлит и больше нарастит. Короче, у него здесь, смотрите, рост нового листика. Вообще молодец. Сейчас я его полью. В одну точку немножечко водички, да? Многие спрашивают, как поливаете в закрытой системе. Да, вот так вот поставили, налили. Если есть моховый фитиль или корни достали уже до верха. Ну вот, видите, налила, да и все. Сейчас мох вот этот и корни внизу есть. Он подтянет сейчас, да и все. Я думаю, что этого достаточно будет, чтобы, ну, можно чуть-чуть добавить, чтобы орхидея напилась. Я не заливаю, потом не сливаю. Хотя, может, это тоже правильно. Так, смотрите, 4 красавицы, поменяла им сверху слой. Не знаю, девочки, напишите, может быть, у вас есть плохие впечатления и отзывы об вот этой вот мульче из волокна. Так, вот здесь у меня еще сидит моя новоприбывшая дама. Ванда. Как она называется? Не Ванда. Вандопсис. Ванданопсис пульчерима. Их было, ну, вторая там еще есть. Она у меня посажена в нижняя часть. Вот так я насыпала плагрон и мох высадила. А эту просто поставила. Вот сейчас она пьет. Вижу, лист она вот уже отжелтила. Адаптируется. Тяжело им сейчас адаптироваться. Без надлежащего освещения полноценного. Сегодня вообще, девочки, встала. В час ночи включили свет. Я проснулась, пошла выключила. Думаю, надо всем спать, а то мешает. Не будет глубокой фазы сна, если будет ночник включен или где-то свет горит, он мешает. И я пошла выключила. 3:30 проснулась с утра, смотрю, свет есть, и я 3:30 утра, и Моша с вами поздоровается, включила, пошла стеллажи. И вот с 3:30 до 9 утра подсветка работала.
потом с 9 до пол-первого вот это выключили. И вот сейчас полчаса, как мы с вами тут топчемся, у нас есть пока свет. Как долго будет, неизвестно. Но сколько не будет, весь наш. Покажу вам Жореньку. Жоренька на больничном. Не знаю, что-то у него в глазик попало. Я мою. Он спит, вот этот глазик. Мою, капаю капельки. Но он вчера вообще никакой был. Сегодня хоть побегал. Да, Занька? Вот так вот спит на краешке диванчика. Эй, Шобок, ты устал? Весь взлохмаченный. Надо уже идти к грумингу. К грумингу надо быть готовым. А тут глаз начал болеть. Ты что, его не открываешь опять? Ну, я капаю. У них часто бывает, видите, чешет. У них часто бывает этих волосяных пород. Где-то он сунул свой нос. Да? Ты сунул свой нос где-то на улице? Какую-то грязючку. Ну, лечимся, уже лучше. Я приготовила вот такой горшочек для пересадки этой красотки. Сейчас, девочки, разберу, помещу, обложу корой крупной. Мох туда. Да и все. Хай себе наращивает корешки. Я сейчас быстренько. Ничего сложного. Вот такая корневая у нее неплохая. Надо, конечно, избавиться вот от этой девочки сетки. Сейчас буду обрезать. Обрезать вот эти сухие корешки. Их немного здесь. Убрать вот этот торфяной. Вот он, красавчик. Выбросить. Многие даже рекомендуют просто вот с этой корой, которая есть. Слушайте, слава богу, что нет вот этой оплетки. Помните, раньше очень часто встречалась пластмассовая такая корзинка вокруг корешков. Девочки, у меня сегодня не Лемуша кричит, Лемуша ведет себя прилично. У меня сегодня включился свет и инвертор тарахтит. Так, а вот эту юбку надо сейчас будет срезать. Вот это мне прям не нравится. Знаете, такое ощущение, что с каждый год какие-то новые, как не торфяной надо достать, так надо эту юбку обрезать. Что-то придумываю, то корзинку эту доставать из корней. Ну вот попробуй. Хорошая тут кора, она обтряхивается. Видите, обтряхивается кора. Смотрите, какие хорошие кусочки. Вот. Еще в эту кору можно спокойно садить орхидеи. Но в закрытой системе вот эти мелкие фракции, они покроются быстро, господи, плесенью. Ну, у меня, по крайней мере. У меня так точно. Так, сейчас распотрошу, сниму юбочку и включусь. Ура, получилось. Обрезала ножницами ее. Это ужас. Так, мне не понравилось с этой юбочкой. Так, и сейчас посмотрю. Тут вижу, есть листочки засохшие. Совсем маленькие. Поубираю. А сколько она расцвела? Ну, вот это у меня цветонос. И вот у нее срезан один цветонос. Ну, в теплице она особо не цвела. Молодой кустик, да? Выгнали сразу на продажу. Такая хорошенькая. Сейчас там дальше дочищу торфяной. Вот он, кусочек. Боже, они такими у них быстрыми темпами растут. Дома они так не растут. Не знаем мы тайн. Ну, там стимуляторы, всякие гормоны. Ну, соответственно, влажность, так как положено, освещение. Все это уже у них выработано годами. Так, смотрите, но она, в принципе, готова. Единственное, что вот этот листик надо снять. Вот, маленький, совсем детский. Не знаю, снимать ли эти два. Оставлю. И померяем наш горшочек. О, девочки, ну, честно говоря, может быть, даже будет и маловат. А ну, тот возьму сейчас. Но он как бы не то, что маловат. Он, в принципе, нормально. Но этот, может, лучше вот этот, да, и так корни расправить, да, и большие куски коры.
Да? Ну, там прям, это вот прям для 2,5, мне кажется. Этот уже все 3,5. Да, все-таки я правильно сразу взяла. Видите, вокруг того пьедестальчика сейчас расправлю корешки. Да, ну так будет лучше. Будет корням куда расти хотя бы года 2, чтобы, если все будет нормально, чтобы ее не смыкать, не тревожить. Вот хорошая кора, мне нравится. Она может пригодиться еще для высадки башмачков, да? Ну, только надо ее обработать фитоспорином, замочить. И потом использовать повторно. Орхидея, в принципе, здоровая. Мне очень понравился этот грунт. Такой прям, видимо, недавно она в нем. Прям нормальный. Ну, там кое-где есть плесень, но мало. Девочки, я на сито протрясла. Вообще потрясающий. Потрясающий субстрат. Очень хороший. Замочить в фитоспорине и дальше использовать. Напишите, как вы делаете. Так, ну эту красотку я сейчас обрызгаю корнеобразователем по корням. И буду высаживать, девочки. Покажу вам результат. Здесь ничего сложного. Обложить. А я не срезала все плохие корешки. Да? Это вот что за корень? Плохой. Я его не заметила. Так, в принципе, вот здесь краюшек. Так визуально нормально. Не мою корневую, девчонки, не мою. Шейку можно побрызгать с двух сторон. Для того, чтобы триходерму подселить. Это средство с триходермой. Так, вперед, 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 вперед. Так, ну, в общем-то, облаживаем корой. Сейчас пойду возьму немножко живого мха, для того, чтобы сделать по бокам фитили. Вот эта посадка, конечно, такая конкретно органическая, девочки. Там может все, что хочешь, завестись. Потому что здесь все органическое. Ну, я думаю, что орхидея будет неплохо. Так, шапочкой наверх с одной стороны мох. И сейчас с противоположной. Мох лично собранный в карпатских лесах. Собственноручно. Помните видео нашего отдыха в Карпатах? Ой, даст Бог, доживем, перезимуем, доживем, поедем летом. Я летом Карпаты люблю. Люблю летом. Единственное, жорка у меня, девочки, укачивается. Тут даже, вот смотрите, иголочки от елочек. Это хорошо. Так, все нормально. Ну, ровненько стоит, все нормально. Все хорошо. Надеюсь, начнет тут расти этот мох. Очень надеюсь. Это для того, чтобы влага распределялась по всей посадке. Ой, что я банан захотела и яблоко. Что я уже голодная. Девочки, давайте, наверное, на завтра оставим эту красоту. Хотя, а то видео уже получается обалденно длинное. Давайте на завтра оставим. Так, что здесь у меня? О, вот такая хорошая коринка. Она прям так здоровски усядется, уляжется. Ой, смотри, какая толстенькая. Вот, что хорошо в этом горшочке. Я между корешков аккуратно засуну. И что здесь много места. Ой. Ой-ой, отдай. Ну ладно, уже скажи, пихаешь, пропихивай. Главное не сломать корни. Ну давай, ты ж вроде помещалась. Ну вот так пускай будет. Тут главное создать такие, знаете, условия для того, чтобы она зафиксировалась. Это же не значит, что орхидея будет прям есть эту кору. Ну главное, чтобы она зафиксировалась. Так. Кора, конечно, не супер. Вот есть такая тоненькая. Лучше использовать более такую фракцию. Как я говорю, бочоночками. Вот этот кусок мы, конечно же, сюда не поместим.
Это если бы, не дай бог, было мало корней, тогда да. Так. В общем, потихонечку вот так вот и зафиксируем. Будет красиво. Главное, чтобы орхидеи было куда выращивать корни, чтобы она имела возможность питаться воздухом и теми добавками, которые будем предлагать. Ну и плюс микрофлора, которая вот есть на корнях орхидеи. Там эти все через пару недель микробиота вся там заработает. И будет она в тандеме с орхидеей находиться. Сфагнум будет как антисептик. Ну, какие-то коринки проваливаются туда вниз. Вот как бы вот туда прям. Я думаю, что корневая проснется. Все, вот я прям туда в середину отправила пару коринок. Прям в середину туда. Сильно тоже не хочется загромождать. Вот здесь, кстати, корней мало, и она вот здесь шатается в эту сторону. Сюда надо больше коры подложить. Не хочется сильно загромождать, но вот надо ее подпереть. Хотя бы подпереть. Так. Ой, край какой-то сильно острый у коринки. Так, что мы тут имеем? Вот эту имеем. Хорошую коринку. О, еще чуть-чуть надо. Ну, девочки, сейчас еще положу немножко. И, возможно, чуть-чуть сверху присыплю ее коры. Ну, вроде ничего. Нормально. Не слишком плотно. Вон даже видно, что не плотно. Корни внизу будут подтягивать водичку. Так, а вверх можно вот ее же, вот этой орхиатой, которую я протрясла, повыбирать покрупнее коринки и сверху слегка присыпать верхние корешки, да? Орхиатка неплохая, отличная, я бы сказала. И заодно быстрее пойдет процесс адаптации. Вообще жменечку рекомендуют там старого грунта, если он там, если орхидея не больна. Если, конечно, вы меняете посадку из-за того, что там гнилостные процессы, то лучше и полностью меняете грунт, то мне кажется, лучше не надо переносить. Хотя на корнях инфекция в самой орхидее есть, но если вы ее полечили, да, то лучше этого не делать. Так, ну я думаю, достаточно. Ой, смотрите, кусок торфяного стакана остался. Так, подальше от шеи. Поливать я буду в одну точечку. Сегодня мы не поливаемся, у нас микротрещины возможны. Потом дальше посмотрю, как она будет растить корни от шеи. Так, еще на шею пшикну укоренителя. Ну, это больше, знаете, даже как внесение микробиома. Так, все, девочки. На сегодня, думаю, все. Всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Всем мира и добра. А сейчас в конце видео покажу вам свой распуск. Я еще даже не смотрела на него. Он стоит ко мне спинкой. Это мой Big Bang. Давайте мы сейчас его достанем и развернем. Тут роттердамчик распустил свои красивые цветочки. Ой, и сейчас я хочу на Big Bang глянуть. Это ж мой такой капризюля, который в этом году вот у меня так на старом цветоносе дал ответвление. Сейчас, девочки, господи, руки все в коре. Вот такой, гляньте. Сейчас есть в продаже. Ну, вы же понимаете, что надо еще попасть на его вот эту вот красивую вариацию цветения. Я обломала цветонос нечаянно. Что-то я оттягала его, то ли я не знаю, что я хотела.
В общем, обломала, но он дал веточку. Видите, почку оживил. Если было тут пару почек, он бы, может быть, и сразу несколько оживил. В общем, здесь 2 бутона на одном ответвлении, здесь аж 3. Вообще он как-то меня не сильно радует по обильности цветения. Не то, что Роттердамчик. Роттердамчик, красавчик. Все, всех обнимаю. Мира и добра. Пока-пока.